Ну что, DDPi Z60 Pro. Это один из самых интересных видеорегистраторов именно за те деньги, которые он стоит. Потому что, знаете, что это? Это целый набор, который я получил из Китая. Это основная камера на два канала. Сейчас у меня тут здесь все попадает. Основная камера на два канала, задник либо передник. То есть тут есть еще вариант того, что его можно использовать как салонный. А знаете почему? Потому что здесь есть 3 channel set. Тут 3 камеры. Именно в этом наборе 3 камеры, 4К, HDR. Здесь у нас есть 4G модуль. Да, он по 4G может работать удаленно. А здесь у нас вот так вот, видите, кабели подключения в ваш автомобиль именно для круглосуточного мониторинга. А здесь у нас еще одна камера. А здесь у нас блок проводов. А здесь еще даже microSD карточки, которые дают в подарок. И знаете, я когда-то делал уже обзор на 40-ю серию DDPi, и мне тогда понравилось. А понравилось почему? Потому что классное изображение за классную цену. Устанавливается легко, а плюсов много. При этом это не на аккумуляторе, а на суперконденсаторе. Давайте вот так вот просто будем сейчас перечислять. И у нас получается, что плюсов намного больше, чем, допустим, превышает стоимость. Стоимость, да, порядка $270 на Али можно взять, либо на официальном сайте поискать. И это все не про это. Ссылка вообще в описании под видео. И, конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Но опять же, это все не про это. Круглосуточный мониторинг, потом система ADAS. А вот знаете, что они заявляют? Вот что я хочу проверить, это, смотрите, супер ночное видение с искусственным интеллектом. То есть они обещают, что ночью будет классное изображение. И сегодняшний обзор это будет не про монтаж. Я его просто возьму, прилеплю. Я хочу покататься и проверить конкретно качество изображения. Мне пофигу, как я замонтирую, мне, как вы себе будете монтировать. Не про это обзор. Обзор про качество того, что мы можем получить в итоге. Замонтировать может каждый сам себе. Поэтому мы на этом даже не будем заострять внимание, мне это не интересно. Ребят, мы сейчас пойдем ловить коробочку, которая улетела от ветра, но не столь суть важно. Мы сейчас с вами пойдем ее распакуем у меня на столе, на распаковочном. Потом посмотрим на AliExpress, сколько он стоит, посмотрим на все, что нам заявил, потому что мы все в одном обзоре обозреть не можем, но про функции вы должны знать, про все, что нам заявил производитель, а потом поедем кататься. И, конечно же, в описании под видео будет ссылка на оригиналы этих самых видео. Все, я пошел ее подключу, а потом уже поедем кататься. Вот такой вот максимальный комплект этой DDPi Z60 Pro я получил. Смотрите, заказал и получил. Что у нас есть в комплекте? Сам по себе видеорегистратор. Есть у нас 4G модуль, чтобы вы понимали. Смотрите, 4G Cloud Box. Есть карта памяти. У нас карты памяти не одна. И есть, знаете, что это? Это классная тема для подключения в блок предохранителей. Поняли? Он заменяет предохранители, но при этом он будет у вас работать для 24-часового мониторинга. Тоже классная тема. Очень, да, очень классная тема. Теперь давайте сразу пойдем с 4G модуля, посмотрим, что у нас тут. Ой, скрывать. А ну-ка, а ну-ка. Вот он. Тут ничего так, в принципе, смотреть нам нечего. Есть у нас лоточек для сим-карточки. Давайте посмотрим, что там у нас. Да, для сим-картки маленький. И закрыли. Все. Тут, в принципе, у нас ничего интересного нет. Он просто включается, как мы видим. Что у нас такой разветвитель? Сюда Type-C и Type-C. Вот еще один. Это мы уже с вами в машине посмотрим. Сам по себе процесс подключения. Теперь дальше. Две симки. Две microSD карты 128 и 64 гигабайта. Это то, что я вот себе заказывал, в комплекте получил. И поехали к основному, скажем так, меду, как я это называю, да? Ну давай вскроем аккуратненько. Так, вскрыли, пленочку сняли. Сразу видим, что у нас написано 4К плюс 1080p двойные камеры. Двойной Sony Star-Vis 2 и HDR это сенсор, 60 FPS в 3К резолюции, супер ночное видение с AI, с искусственным интеллектом. Теперь двойной Storage System, это значит сохранять на две карточки. Так,
суперконденсатор. Это мультиканальная система, это у нас N-Link 24/7 мультимедийный парк. Слушай, а здесь аж 2 коробки. Что у нас там вообще происходит? Ну, ага, тут 3 коробки. 3, да, 3 коробки. Это прям топ, я вам скажу, это прямо топ. Так, вскрываем. Оба-на! Вот это топ. Вот это топ. А что здесь у нас тяжелое? Да ладно, здесь крепежи. У нас, вот, пожалуйста, для крепления на стекло такая вот термальная пленочка, да, и 3М пленочка еще запасная. Это очень хорошо. Дальше мы видим у нас задняя камера, есть крепление, ну не крепление, а эти кабели. Есть у нас вот такой вот, видите, на 2 USB Type-A блок питания в штатную розетку. Какой он большой! 4К. 4К. 4К, все стандартно. Большой экран, разъем для TF-карты, да, и у нас вот, пожалуйста, кнопки, Type-C-шка. И вот, пожалуйста, у нас под что это? Я пока не понимаю, как оно коннектится. Вот коннектор. Вот коннектор под камеру, видишь? У нас такой 2,5 разъем, и сюда идет еще вот эта штука, камера подключается. Но у нас же есть еще одна камера, подожди. Подожди, у нас есть еще 2 коробки. А что еще в коробках? Я что-то вообще потерялся. Нахрена столько коробок? Там 2 коробки инструкций. Да ну нет, не думаю, ты что? Это прям вообще топово. Так, что у нас тут? Кабели. Кабели, переходники, кабели. Это прям вот от души, понимаешь? Отдельная коробка на кабели. Хорошо, ладно. Это разветвители на многоканальную систему, поняла? Это разветвители на многоканальную систему. Здесь, по идее, должна быть еще одна камера. Да, еще одна камера. По сути, еще один. То есть еще одна камера. Еще один видеорегистратор по факту. Ты понял? Я сейчас вообще подвис Mini 2X. То есть по факту. Это как? Одна вперед, одна назад, или одна вперед, одна в салон. Я в шоке. Вот честно тебе скажу. Здесь она поворотная, смотри. Я просто в шоке. Слушайте, ну вот это вот прям топ. Вот это прям топ. Вот это получается у нас трехканальная, да, то есть вот это салонная камера дополнительная, которая в салоне размещается либо назад. И есть у нас полноценный еще, вот, например, назад, да. Это прям, ну, топ. Хотя он как отдельный идет видеорегистратор. Я честно удивлен. Ну хорошо, ребят, давайте уже все замонтируем и пойдем протестируем. А начнем с того, что стоит Tintинпай или DDPi Z60 Pro в самой максимальной комплектации 276 баксов. 276 баксов, и сейчас, когда, ну, можно вообще базовую брать за 115, допустим, потом брать двухканальную, это одноканальная, двухканальную с задней камерой маленькой, это будет 147, если брать уже 3 канала, просто 3 камеры на 2 карточки, 201, есть комплектация с кабелем подключения, ну, hardware-кит называемый, в саму по себе в панель предохранителей, и потом пошло-поехало. И на каждую будет добавляться, там, допустим, USB-чарджер, потом добавляется еще 2К интерьерная камера, потом добавляется 4G Cloudbox, и самая максимальная у нас комплектация это 4G Cloudbox, 2 карточки, hardware-кит и 3 камеры. Давайте на оригинальном сайте посмотрим, что же нам заявляют производители про все фичи, потому что в обзоре все фичи показать, ну, физически невозможно. Смотрите, улучшенный видеорегистратор с разрешением 4К и поддержкой 4G. Основные особенности. Двойная технология Starvis HDR. Это от Sony, кстати. Изображение с разрешением 4К, 3К 60 секунд с высокой частотой кадров. Кстати, это хорошо. Night Viz 2.0 на базе искусственного интеллекта. Оно, по сути, обрабатывает изображение с помощью искусственного интеллекта именно в ночных сценах.
Поддержка 4К плюс 2К плюс 1080p, имеется в виду трехкамерного режима. И, конечно же, подключение через 4G, чтобы иметь доступ к самой камере. Круглосуточный мониторинг парковки, двухфакторная технология хранения файлов DSafe. Это значит, что он может сохранять в eMMC, на карточку и еще и, кстати, в облако. Дальше у нас что есть? Ну, смотрите, тут прикол в чем. Модули. Starvis 2, EMX 678 и EMX 662. Ничего себе, уровня средней статистической мобилки. И это уже даже интересно. Модернизированный RealCube с двойным HDR. Это, кстати, по сути, классно улучшенная вот эта вот передача цветности. Да, там не будет пересветов. И плюс у нас есть вот этот вот Night Viz. Четче на высокой скорости 3К 30 FPS, 3К 60 FPS. Многоканальная система P-Link. Прям P-Link, как назвали. Видите, тут с приложением. Мне, кстати, приложение надо будет посмотреть. Приложение DDPi. Удаленное подключение 4G. Это управление в удаленном режиме, моментальное оповещение, настройка геозон и облачное хранилище на 2 гигабайта. Видите, как они пишут. 90-дневная пробная связь, пробная версия, оставайся на связи, но это такое. Режим таймлапса, режим обнаружения столкновений. Ничего себе. Автоматически включает запись в высоком разрешении при обнаружении лобового удара. Точно фиксирует критические моменты. Но это такое уже дело. Есть парковка, парк-монитор и раздражающая меня система ADAS, которую я не люблю. Она квакает, когда приближается машина, да, но это классно, если у вас нет, допустим, режима столкновения. Вот как у меня, допустим, в Линкольнах есть, то если у вас такого нет, то это очень классная тема. Эффект динамического вождения SR 2.0 это что? С наглядной демонстрацией различных динамических информаций. Да ладно! Вот это прям прикол. И ваш надежный спутник по безопасности со встроенным GPS-модулем. Что в коробке? Вот, кстати, видите, они прям показывают, что в коробке. Ну, мы с вами распаковочку уже посмотрели. Теперь смотрите сами технические характеристики. Основная камера 8,4 мегапикселя, КМОС фронтальный IMX 678, 662 это 5-мегапиксельная задняя. Теперь апертура f175 с полем зрения 136-135 градусов, это очень классно. И апертура 1.55, поле зрения задняя 136,8 градусов. Кодеки AI265 и H264, трехосевой G-сенсор, да ладно. Встроенная память eMMC 32 гигабайта и внешняя карта, microSD карта до 512. Wi-Fi 5 ГГц поддерживается, Bluetooth 5.1, поддержка GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, господи, и 190 грамм весит. Классная тема, ребят, давайте, наша цель сегодня не заморочиться с установкой, заморочиться именно с качеством изображения. Давайте пойдем уже и будем тестировать это все дело. А вот теперь, друзья, смотрите. Такой себе тест. Вот тестеры так тестеры. Мы тестить будем по-жестокому. 2 камеры будет вперед. Ну, то есть та, которая одна задняя, одна будет вперед и одна будет на салон. То есть вы меня сейчас видите в камере и можете уже сейчас оценивать качество этого всего действия. Просто-напросто оценивайте, все хорошо. Вот снимает наша простая камера. А ну покажи лисичка камеры. Покажи лисичка камеры. Отблеск. Ну, значит, смотрите, вот такая у меня крыша. Изнутри, да, изнутри покажи, вот так вот. Вот так вот будет. Ну, у меня крыша убирается, короче. А ну, давай, теперь иди с той стороны и покажем еще внутреннюю камеру. Привет, друзья. Привет, друзья. То есть, уже на текущий момент можно что-то оценивать, да? Да, вот это все замонтировано специально для теста. 2 камеры вперед, как мы говорили, 2 камеры вперед. Одна вот будет на меня в салоне, чтобы я мог, допустим, что-то говорить. Показываю вот здесь, вот смотрите, смотрите. У нас уже 4G подключился, видите, 4G мы поставили карточку, есть и 4G, и Wi-Fi 5 ГГц, прям топ, прям топово это все. И смотрите, у нас есть здесь кнопки управления, ну, у нас сейчас, мы будем это все показывать сейчас именно в приложении. Давай, держи, давай показывать приложение. Смотрите, по приложению. Есть у нас приложение DinDinPi. Все выключено, все показано. Здесь 2 камеры. 2 камеры имеется в одном разделе. Вот этих 2 камеры. Вот эту вот тоже покажи. А в другом разделе вот это вот задняя камера. То есть давайте зайдем сначала на заднюю камеру, посмотрим. То есть здесь у нас все очень просто. У нас есть управление настройками девайса. Заходим.
Все, и здесь у нас можно громкость, допустим, камеры. У нас есть ADAS, Assistant Reminder. Давайте два включим ADAS, передние камеры. Теперь у нас можно делать flip left and right камеры, можно включить AI 265 видеоэнкодер, если поддерживает, допустим, ваш телефон, вот если вы, допустим, отсюда запись, у нас задняя камера 2К 30 FPS, это прям хорошо, таймстемп можно ставить, и тут, в принципе, системность, антифликер, это прямо классная тема, особенно для ночной записи, хорошо, и выключение 15 минут после паркинга, тут можно менять настройки подключения, все. По такой камере все. То есть для того, чтобы ей управлять, достаточно на нее просто зайти. И мы здесь с вами видим режим реального времени. Можем перемотать сюда вот назад, посмотреть. Вот, видите? То есть оно показывает то, что было. Мы можем меня найти, допустим, в таком варианте. Где-то я здесь был. А вот он я, да? Я пошел туда. Ну, сейчас меня найдем. Сейчас меня найдем. Вот он я, такой красивый пупсик, там тусую видите, это широкий угол, и можно это видео скачать. То есть мы с вами выбираем, и он пошел скачивать это все видео. Ну, все, в принципе, да, все классно. Теперь дальше. Выходим из этой камеры, заходим в Z60 Pro. Это конкретно основная камера, здесь все намного интереснее. Если говорить про процесс управления, мы видим, что у нас GPS работает, видите? У нас Bluetooth, сейчас он подключился, есть real-time. И вот тот момент, когда оно показывало, как будет выглядеть драйв, да, у нас здесь будет километры в час, здесь будут у нас различные показатели. Ну, сейчас он показывает 201 км в час. Я вам объясняю, у меня сейчас работают рэбы, и здесь поэтому будет показывать 201 км в час. Ну, тут уж, упс, извините. Кстати, при просмотре можно включать быстрый просмотр 2х. Вот он я, пупсик-телепузик, все хорошо, все отлично работает. Качество, кстати, вот я могу сказать, просто топ. При том, что мы можем переключить камеру. Вот, пожалуйста, камера салонная. Давайте, вот мы меня, смотрите, то есть меня можно здесь видеть, короче, вот он я такой вот красивый, да, то есть у нас все на месте. Поэтому это то, что касается управления. Если пойти в Device Settings, то мы здесь можем много чего. Можем upload снапшоты, то есть выгружать emergency photos. Да, пиши. Теперь дальше, ADAS. У нас, видите, ADAS вот такой. Вот у нас здесь поинтереснее, чем в той камере, вот во второй, да, которая была вот чем в этой. Ага, тут еще попробую сфокусироваться на фоне неба. Да, слови ее. Вот она, да. Теперь дальше. AI 265 запись. У нас можно записывать либо 4К 30 FPS, либо 3К 60 FPS. Вот это вот прям нереально круто. Я вам серьезно говорю. Дальше анти-бэклайт. Смотрите, фото-дисторшн коррекция. Микрофон можно записывать. Я не буду свой голос писать, говорю вам сразу. Дальше что у нас тут? Автоматические выключения, Wi-Fi режим и 4G self-test. Ну, у нас уже, вот видите, Manage Storage Device. Это у нас встроено, это у нас TF-карта. На текущий момент из 128 гигабайт 117 уже занято. 117, вернее, свободно. Все, в принципе, понятно, все хорошо управляется, все настраивается. Покатаемся и ночью. Мы сейчас уже с вами едем кататься. Вот я на эту камеру говорю сейчас. Мы с вами едем кататься уже. Там сильно бликует, да, солнышко через открытую крышу. Я могу крышу закрыть. Вот стало хорошо. Хорошо стало, да. Вообще, вы видели, какой у меня кабриолет с панорамой выезжающий? Короче, ребят, поехали сейчас кататься и будем уже оценивать, а потом сделаем выводы. Снимаешь? Смотрите, как у меня закрывается крыша такая. Красиво, да? Так? Шух. Красиво, чтобы она нам фокус не сбивала. Давай еще штору. О, все, вот так вот. Да, красиво. Все, ребят, едем катаемся. Очень хочу, у меня машина, даже трогаться тяжело. Знаете, самое тяжелое — это трогаться на песке. Я в лесу сейчас, а тут не песок, тут песок с елками, с иголками. И тяжело трогаться на машине, у которой там больше 400 лошадиных сил. Сразу проскальзывает, надо отключать эту систему стабилизации. Так, смотрите, наша задача сейчас в разных условиях
в разных условиях посмотреть на качество записи. Именно в движении и, конечно же, отловить чуть-чуть номера машин. Номера машин это прям очень важно, потому что обычно, да, мы там, не дай бог, при столкновении, причем то еще, нам необходимо понимать, чтобы было видео очень высокой четкости. Конечно, знаете, для меня какой огромный плюс вот этой вот всей системы? Я вам сейчас сразу называю его преимущества. Это те, которые я для себя, допустим, уже уяснил. Это круглосуточный мониторинг, да, то есть ты подключил его в блок предохранителей, поставил, и машинка у тебя круглосуточно. Ты по 4G на нее зашел, ты там по 4G посмотрел, ты просто-напросто можешь промониторить, прийти с утра, не дай бог что, все это дело у нас на мониторах. Классно, классно. Дальше немаловажный аспект, который здесь есть, кроме вот этих всех 4G и тому подобного, это GPS. GPS и 3 канала, конечно же. Да, я хотел бы себе замонтировать в эту машину, но я ее покупал для других целей. Я покупал это все дело в машину жены, потому что вы же понимаете, как женщины ездят. Да? У жены точно такая же машина, один в один, Линкольн МКЗ 2020 года, но чуть с другим двигателем, не такой мощный. И там уже мы закажем монтаж. О, слышали? У нас был сейчас толчок, она посчитала, что это аварийная ситуация и сделала снапшот. То есть она сделала скриншот, ну не скриншот, а снапшот момента. И даже записала в энергоэффективную память какой-то вот участок, да, кусочек видео. Это тоже очень классно. Ну, кстати, вот это, наверное, да, там на пол экрана, да? Не, на пол, но... Но есть, да? Но есть. Да. Ну, что ж ты сделаешь? Давай вот так вот чуть заправим, чтобы оно нам не мешало. То есть мы должны с вами понимать, что у этого набора даже за 276 баксов не нравится, не хочется заморачиваться с задними камерами. Возьмите двухканальную, она будет и сюда вперед, и, допустим, салон, при этом она же будет писать и то, что сзади происходит. Да, это не будет видно вот прям вот так вот сильно-сильно, как хотелось бы, чтобы, знаете, там прям сзади вот видно-видно. Нет. Но все равно обстановку сзади вы увидите. Обычно что у нас сзади, ну как, кто сзади, тот попал, да? Вот такая вот фигня есть, короче. Поэтому, блин, мне нравится, мне реально нравится. Давайте сейчас вот небольшой такой вот вставочку, как она снимает ночью. Мы все-таки вот этот вот AI Supervision. И, конечно же, оценивайте все в описании под видео по качеству. А ну, смотрите, вот номера, да, вот номера, вот мы проезжаем, вот стоящая машина, номера, вот полицейская поехала, вот еще. Номера оценивайте, сейчас подъедем сзади к каким-то машинам. То есть это должно быть, у нас главное, чтобы на расстоянии где-то до 10 метров хорошо читался номер. Это обязательно, потому что обычно ж машина, да, там, тебе не важно, чтобы машина была там за километры что-то читала. Так, вот смотрим номерочек, мы так подъехали близенько. Во-первых, солнышко, антиблики. Все нам нужно понимать, как это... Я-то уже видел, как она работает. Вы для себя смотрите, ребят. Вы для себя смотрите. Вот на эту камеру, вот внутренняя камера, это вообще плюс. Жена ваша всегда будет знать, с кем вы ездили. По трекингу поймет куда. Да, и по трекингу поймет. Ну, хотя есть другой вариант. Вы можете знать, с кем ездила жена и о чем она разговаривала. Вот этот вот момент интересен, да? Она что записывает, она что может записывать со звуком, тоже вопрос. Вы даже удаленно, типа показываете, что вы выключили, а удаленно херак включили, короче, запись звука. Вот это. Ух ты же, блин, какая опция приятная, да? Какая приятная опция. Слушайте, мне прям нравится. Давайте сейчас небольшая вставочка по различным моментам, как она едет, и плюс кусочек ночного проезда, а потом делаем выводы. Ну что, посмотрели? Прикольно. ADAS здесь не назойливый, я вам говорю сразу, при том, что ADAS здесь
именно калибруется. Вы можете откалибровать по камеру по горизонту. Вот это важно, потому что оно оценивает наличие машины по горизонту того, что к машине. То есть, если сильно близко будет подбираться машина, оно вас проинформирует. Это все работает, мы сейчас не об этом. Для нас более важно качество изображения. Вот это самое важное в регистраторе. Все эти функции ADAS и все остальное, это все детский сад, на самом деле. И вы все это прекрасно понимаете. Все это детский лепет. Я со своей стороны могу сказать, что я люто рекомендую. Очень-очень крутой видеорегистратор. Как мне, так по качеству очень сильно зашло. Прям очень понравилось. А вам уже решать самим. Ссылки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.